Мяч массой 200 грамм свободно падает с высоты 2 метров на пол. Какой будет кинетическая энергия мяча перед ударом? Чему равна его скорость? Масса мяча равна 200 грамм. Он падает с высоты h равно 2 метра. Падает на пол. Какой будет у него скорость перед ударом и кинетическая энергия? Когда мяч падает на пол с такой высоты, происходит изменение его потенциальной энергии. Потенциальная энергия зависит от высоты, поэтому она уменьшается. Но полная энергия мяча будет оставаться прежней. W будет равно W потенциальный плюс W кинетическая энергия. В самой верхней точке, когда мяч еще не движется, скорость его равна нулю относительно движения. Получается, что V полная энергия равна потенциальной энергии. Это самая верхняя точка. Но когда мяч уже на низ, H равно нулю, тогда получается потенциальная энергия превращается в ноль, а вот кинетическая энергия будет равна вот этой полной энергии. Происходит превращение одного вида энергии в другую, но однозначно можно сказать о том, что полная энергия этого мяча, когда он падает, будет постоянной везде. Итак, можно сказать о том, что в данном случае потенциальная энергия на самой верхней точке будет равна кинетической энергии в самой нижней точке. Посередине где-то будут они составлять сумму полной энергии, потому что полная энергия, еще раз говорю, сверху будет она соответствовать потенциальной энергии тела, внизу она будет соответствовать кинетической энергии тела, потому что потенциальная энергия относительно пола тут будет уже равна нулю. И теперь можем два значения подставить, приравнять друг к другу. mgh – это потенциальная энергия в самой верхней точке относительно Земли, будет равна кинетической энергии mv квадрат на 2 в самой нижней точке. И они оба в соответствующих положениях в верхней и нижней точке будут равны друг другу. В верхней точке потенциальная энергия по величине будет равна нижней точке, кинетической энергии тоже по такой же величине. Сюда можем найти скорость, которая падает в тело. Здесь можно массу сократить. V квадрат 2gh. Отсюда V равно корень квадратный из 2gh. Можно подставить значение. V будет равно корень квадратный из 2 умножен на 9,8 и еще умножен на 2. Значит, по значениям 9,8 это метр за секунду в квадрате, а тут просто метр. Получается метр квадратный на секунду в квадрате. Корень квадратный добывается из этого определения. Получаем метр за секунду на корень квадратный из 400 умножить на 9,8. Это будет равно 6,26 метра за секунду. Теперь можно посчитать, какая будет кинетическая энергия в этой точке. В принципе, можно и по скорости посчитать, и можно посчитать по потенциальной, потому что V кинетической в данном случае будет равно максимальному значению потенциальной энергии. Давайте посчитаем потенциальную энергию. Это будет равно чему? mgh 200 грамм. Мы сразу запишем 0,2 килограмма. Умноженное на g на 9,8 метров за секунду в квадрате. И умножить на h на 2 метра. Это будет равно сколько? Килограмм на метр на секунду в квадрате. Это ньютон. А еще раз на метр это джоуль. 0,4 на 9,8 можем записать ньютон на метр. И это будет равно 3,92 джоуля. Такой же точный результат можно получить, если мы подставим mv квадрат делить на 2. Мы получим те же самые значения. Итак, скорость мяча в момент удара будет равна 6,26 метра за секунду. И энергия кинетическая в момент удара будет равна 3,92 джоуля. Посчитали, что V потенциальная равно V кинетической. Уже точный результат можно получить, когда кинетическая энергия имеет вот эту скорость. Давайте для наглядности это дело посчитаем. V кинетическая будет равна чему? mv квадрат делить на 2. Масса 0,2 килограмма умножить на 6,26 метра за секунду в квадрате. Все это делим на 2. Будет равно 0,2 килограмма умножить на 39,17. Здесь у нас будет метры квадратные. Давайте запишем метр на метр. Вот так. И секунды в квадрате внизу. И делить на 2. 32 килограммы на метры на секунду в квадрате. Это ньютоны. И умножить на метр. Это джоули. 2 и 2 можно сократить. Видите, будет 0,1. И получим то же самое приблизительно. 3,92 джоули. Благодаря тому, что превращается с одного вида в другой, полная энергия равна только потенциальная энергия, а тут потенциальная энергия в этой точке равна нулю, поэтому все будет равно кинетической энергии.